Всем здравствуйте, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про котенка по имени Дженни. Сразу хочу предупредить, что история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Эта история началась с того, что как-то раз, проезжая по скоростной трассе, я увидел маленького котенка. Это довольно-таки быстрый участок дороги. Когда я увидел котенка, я ехал в левой полосе движения в плотном потоке. Маленький котенок сидел около бетонного разделителя между двух скоростных дорог. Это не самое хорошее место для маленького котенка. У меня не получилось сразу перестроиться и остановиться на обочине. Но я запомнил место, где сидит котенок. Я поехал по дороге дальше, искать разворот для того, чтобы вернуться обратно. Когда я вернулся, котенка на месте не было. Я съехал на обочину и продолжал движение. Я увидел малыша метров через 100 от того места, где я заметил его первый раз. Котенок сидел около бетонного ограждения, в том месте, где было отверстие в бетоне. Такие сквозные отверстия делают для того, чтобы во время дождя вода не застаивалась на дороге. Ну и что ты здесь делаешь? Ой, как тебе доставать теперь оттуда? Я одел перчатки и стал ждать. Мне нужно было дождаться, пока поток станет меньше, и я смогу перебежать через трассу. Нужно было постараться забрать котенка оттуда как можно быстрее. Место было хуже некуда. Мало того, что скоростная трасса, да еще и этот проход в бетоне. Нужно постараться подбежать незаметно, чтобы котенок не увидел меня и не перебежал через ограждение на другую сторону. Незаметно не получилось. Котенок, увидев меня, сразу залез под бетонное ограждение. Я посмотрел на другую сторону. Ниша была забита ветками и мусором после прошлого дождя. Котенок не мог перелезть на другую сторону, он просто застрял в мусоре. Он полностью залез под бетон, я видел только кончик его хвоста. Мне этого было достаточно. Я засунул руку и вытащил его из мусора. Так получилось, что я неудачно ее взял. И как раз в самый неподходящий момент она умудрилась вырваться. Но я не выпустил ее из рук. Я не мог. Она стала вырываться именно в тот момент, когда движение на трассе было очень плотное. Она кусалась и царапалась. Я понимал, что если она сейчас вырвется, она попадет под машину. Но я не мог ее отпустить. Я пытался взять ее поудобнее и пытался как-то ее успокоить. Могу представить, как ей было страшно. Шум машин, кто-то очень большой и страшный ее поймал. Но я знал, что все будет хорошо. Обязательно все будет хорошо. Мне удалось ее удержать и положить в коробку. В тот день у меня не было переноски. У меня в машине был картонный ящик-домик. Обычный картонный ящик с отверстием с одной стороны. Я положил котенка в ящик, закрыл одеялом, и мы поехали домой. Это был котенок-девочка. Я назвал ее Дженнифер. Или, если коротко, Дженни. Еле удержал. Дикареныш. Чучело маленькое. Шипит. Мы приехали домой. Дженни немного успокоилась. Но я все равно не мог до нее дотронуться или взять ее на руки. Она шипела и кусалась. Дженни с виду была целенькая, но очень худая. У нее было небольшое воспаление на левом глазике. Но это не страшно. Мы обязательно ее вылечим, и все будет хорошо. Не доставая ее из ящика, я дал ей немного еды. Паштет для маленьких котят. Кормить ее нужно маленькими порциями. Мы же не знаем, сколько времени она просидела на скоростной трассе и сколько времени она не ела. Что с глазиком у нас не то. Но потом вылечим. Дикий. Дождемся. Вкусненько. Там паштет для котят специальный. Ты хороший котик. Ты такой домашний уже.
Все, ты уже не шипишь. Ты уже не боишься. Все. Все, дикость прошла у нас. Мы не дикие больше. Мы теперь будем домашние. Да? Можете погладить еще? Ты мой котенок. Все, все. Ты уже не дикий. Я тебя положил в большую коробку, хорошо, не бойся. Я посадил ее в переноску, в которую положил одеяло. Развел паштет с водичкой. Сейчас ей нужно пить больше жидкости. Воду она сама не пила, но разведенный паштет кушала с большим удовольствием. Прошло где-то 3 часа. Она уже не шипела и не пыталась меня укусить. Ее как будто подменили. Сложно было поверить, что за несколько часов из очень дикой кошки она превратилась в домашнюю кошечку, которая спокойно сидела на руках и урчала без остановки. Мы обработали глазки и намазали мазью. Повычесывали с нее всех паразитов. Мы не стали купать ее в первый день. Решили, что достаточно стресса для одного дня. Она только немного успокоилась. Мы приготовили для нее манеж, поставили лоток с песком, миску для еды и воды и домик-конвертик. Маленькая Дженни залезла в домик и сразу уснула. Так закончился первый день котенка по имени Дженни. На следующий день мы ее покупали. Нужно было окончательно очистить котенка от всех паразитов. Купаться ей не очень понравилось. Она немного поскандалила, но зато теперь она чистая и пахнет вкусно. Ну вот, искупайтесь. Бедные девочки. Да, пошли. Воспаление на левом глазике стало намного меньше. Было видно, что лекарство помогает. Мы обрабатывали глазки 2 раза в день и мазали мазью. Кормили ее мелкими порциями, стараясь давать побольше жидкости. Сейчас нужно было продолжать лечить глазки и отъедаться. Котенок Дженни хорошо кушала и набирала вес. В то время у нас в доме был еще один котенок. Тоже подобрали на улице. Кошечка Нюша, у которой были сильные проблемы с глазками. Так получилось, что у нас была назначена очередь с Нюшей к очень хорошему доктору. Доктор, который специализируется только по болезням глаз у зверят. Больше месяца мы ждали очередь, чтобы попасть к ней на прием. Это клиника, которая специализируется только на болезнях глаз у животных. Доктор, которому мы хотели показать котенка Нюшу, самый лучший специалист в стране по зверячим глазкам. Мы позвонили в клинику и попросили, кроме Нюши, привезти еще одного котенка на проверку. Доктор согласилась. Была хорошая возможность показать и Дженни тоже. Историю котенка Нюши я обязательно расскажу отдельно, в одной из следующих своих историй. Не переживайте, у Нюши все хорошо. Мы поехали в клинику. Доктор проверила Дженни, сказала, что все очень хорошо. Воспаление, которое мы лечили, почти полностью прошло. Она выписала нам лекарства еще на 5 дней. Доктор все очень подробно рассказала, все очень подробно и очень понятно. Мы всегда очень внимательно относимся к глазам найденышей. Я знаю, что если есть проблемы с глазами, нужно начинать лечение как можно раньше. Мы вышли из клиники и поехали домой. У меня осталось очень хорошее впечатление от клиники и от доктора. Очень все понятно объяснила. Ну все хорошо. Не так страшно. Не так страшный черт, как его малютка. Не такая бедствие не будет. Смотри под ноги, ты сейчас хрустнешься. Вышли от доктора. В общем так, что касается Дженнифер, у нее было воспаление, которое мы вылечили каплями. Сказала, что капли больше не давать, но дала лекарство. Дала лекарство таблетки на 5 дней, 2 раза в день, утром и вечером, ну, капсулу будем давать. Все, дала нам еще лекарство, сказала, что каким лекарством можно лечить эту болячку на будущее, если вдруг. Мы купили у нее еще таблеток дополнительных, чтобы нам осталось. Такая хорошая тетечка, вообще надо будет приезжать к ней иногда. Ну, лучше не приезжать, конечно, лучше, чтобы все были здоровые с глазами, но если вдруг понадобится, то очень такая хорошая тетя, толковая. Ну, как бы чувствуется, что врач соображает. Потому что наши доктора тоже как бы все соображают хорошо, но тут именно такая узкая специализация, она только по глазам. Она занимается только глазами, поэтому это классно. Малявки, конечно, чуть стресс для них, но вели себя прилично, очень прилично. Все, едем домой.
Это самое. Дженни такая вообще сидит такая, как будто бы, знаешь, спит, такая деловая. Все, иди давай. Домой. Прошло 4 недели с того момента, как я нашел котенка Дженни на скоростной трассе. Теперь была она абсолютно здоровой и очень домашней. Всегда интересно наблюдать за превращением дикой кошки в домашнюю игривую кошечку. Пришло время искать котенку Дженни новый дом и своего человека. Мы сделали несколько хороших фото, составили объявление и опубликовали его в местных группах в социальных сетях. Сегодня мы везем Дженни в новый дом. И по традиции напутствие. Женька, иди солнце мое. Давай, не бойся. Вот она, красавица такая. Значит, слушай меня внимательно. Диваны не рвать. Писать только в коробочку, слушаться маму. Обязательно слушаться маму. Ты поняла? Ну, красотуля моя. Все, едем в новый дом. Вась. Вась. Иди, мамочку. Котенок Дженни нашла свой дом и свою любящую семью. Очень хорошая семья, очень хорошие детки. Все ее очень любят. Котенок Дженни всегда встречает свою хозяйку с работы. Дженни очень любит бегать, играться и очень любит уютные корзиночки. Когда младшая дочка заболела сильным вирусом, котенок Дженни не отходила от ребенка. Все время была рядом с ней, спала рядом и всегда прижималась к ребенку. Она не отходила от малышки ни на шаг, до тех пор, пока ребенок не поправился. Всегда очень радостно слышать такие истории о заботе маленького животного к маленькому ребенку. Я уверен, что они будут лучшими подружками. Хочу сказать ребятам огромное спасибо за заботу о котенке Дженни. Я очень рад, что она попала в ваш уютный дом. Спасибо вам огромное за заботу об этом маленьком сердечке. Когда я вспоминаю те события, я всегда вспоминаю, как она вырывалась у меня на скоростной трассе и как она спала первый день дома. Когда мы первый раз посадили ее в манеж, она сразу залезла в домик и уснула. Она спала до самого утра, не вылезая из домика. Ночью я проверил, как она там. Она лежала в той же позе, не сдвигаясь. Она очень сильно устала. С котенком Дженни сейчас все хорошо. Очень хочется, чтобы у бездомных животных был свой любящий дом и свой настоящий человек. Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.